Лабораторная работа 11.13. План, фасад и разрез малоэтажного здания. Сегодня рассмотрим первую часть, это выполнение чертежа плана. В работе даны исходные данные. В табличке 1 даны данные такие. Наружные стены, материал кирпичный, толщина стены 640 мм, привязка 200-440. Что это означает? Это означает наружу от оси 440, а 200 внутрь от оси. То есть напоминаю, что ось не является центром симметрии. Внутренние стены кирпичные, толщина стены 380 мм, привязка 190-190. В этом случае они являются осью симметрии. Перегородки кирпичные, толщина 120 мм. Наружные лестницы, проступ 300, высота подступенка 150, ну а внутренние деревянные по индивидуальному проекту. Для фасада даны данные, но об этом будем чуть позже говорить. И нам еще понадобятся данные по окнам и дверям. По окнам и дверям. Здесь, видите, дана ширина и, соответственно, дана высота. Ну, высота нам нужна будет дальше, потом, когда мы будем строить фасад. А вот ширина нужна нам будет на плане. Будет нужна на плане. Теперь дана схемка. Вот такая схемка, по которой мы должны построить план. Это рисунок, собственно говоря. Значит, строим план в масштабе 1 к 1. То есть принцип какой? Как мы будем дальше работать? План, фасад, разрез удобно строить в проекционной связи. То есть я вот здесь построю план в масштабе 1 к 1, здесь построю фасад и здесь построю разрез. Потом вот этот план скопирую в сторонку и дальше его первоначально масштабирую до масштаба 1,50. И вот у меня приготовлены 3 шаблона. Вот поставлю его, попытаюсь сюда поставить вот в этот первый шаблон, где у нас должен быть план. Возможно, что он туда помещаться не будет. Тогда я его еще масштабирую в 2 раза, ну, чтобы он получился в масштабе 1,100. И тогда он железно сюда помещается. Да, вот в это место сюда и поместим. Дальше точно так же поступим с фасадом, точно так же поступим с разрезом. И вот у нас будет это все работы. Мы их будем делать последовательно из одного задания 11, 12, 13. Для того, чтобы было удобно, я растянул нашу картинку, вставил ее через буфер обмена и растянул приблизительно до таких размеров, как должно быть здание. Затем прочертил оси. Это, видите, ось. Может быть, вам сейчас покажется, что тут штришки не совсем хорошие, но будем мы настраивать все, когда поставим все в лист. Там в листе уже будем смотреть, какая длина этого штришка. Я поставил, какие получаются, такие получаются. Начертил вот эту ось и дальше с помощью инструмента вот этого смещения посмещал оси на нужное расстояние. То есть 4000 вот здесь идет 800, 4800, 6000, 1500. Вот эти оси у меня получились. И горизонтальные оси вот здесь 2400, 2400 и 10000. Вот у меня получилась сетка осей. Дальше необходимо построить стены. Ну и начнем сначала с наружных стен. Я сразу выбираю слой основной, поскольку стены наружные, внутренние, капитальные строятся основной линией, и строю. Варианты здесь могут быть разные. Можно строить с помощью, попробовать поливиний. Но, например, мне это не очень нравится, поскольку нужно что? Их постоянно перестраивать, потом выбирать место, откуда где идет. Ну, каждый сам себе выбирает способ, как это делать. Вот я покажу то, как мне, например, удобнее это было бы сделать. Вот смотрите, я беру отрезок и прям по оси его сюда черчу.
начертил. И далее смещаю на расстояние 440 миллиметров. То есть я его вот отсюда сюда сместил. Теперь смещаю на расстояние 200 миллиметров отсюда сюда. То есть, видите, я построил то, что мне как раз и необходимо. Сам отрезок мне не нужен. А теперь давайте, дальше. То есть, таким путем. Мне кажется, что это более-менее быстро получается и довольно удобно. Опять смещаем этот отрезок. У меня 200 уже есть. Поэтому я смещу внутрь. Теперь опять смещу на 440. И вот этот отрезочек смещу наружу на 440. Дальше что остается? Удалить вот эту линию. И здесь дальше удлинить вот эту линию. Удлинил. А теперь обрезать то, что лишнее. Обрезать это вот эти кусочки. Вот таким путем можно сделать. Пойдем таким же путем дальше. Значит, смотрим по рисунку и далее делаем. Вот здесь опять смещаем 200 смещаем внутрь, смещаем 440 отсюда наружу. Я потом обрежу, сейчас я пока построю сам контур, чтобы время не терять. Дальше на одну клеточку дальше у меня идет. Я, видите, от конца стены, чтобы удобнее. Раз, и смещаю. Опять 440 наружу и смещаю 200 внутрь. 200 внутрь. Есть. Центральную убираю. Центральную выбираю и убираю. Так, убрал. Дальше. Вот здесь идет опять. Начинаю отсюда, чтобы меньше там потом удлинять. И смещаю 200 внутрь и смещаю 440. Смещаю отсюда наружу. Опять же центральную убираю. Дальше смотрим, опять так и так идет, да? Дальше делаем вот отсюда сюда. Так. От конца. И смещаем. Единственное, надо внимательно, куда что смещать. Наружу. Теперь смещаем на 200 внутрь. Так. И вот это убираем. Дальше. Опять смещаем. Не смещаем, сначала еще так делаем. Потом смещаем 200 внутрь. И 440 наружу. То есть вот отсюда наружу. Есть, центральную убираем. Дальше идет вот до сих пор, да, отрезочек. Точно так же делаем. Так. И смещаем 440 наружу. И смещаем 200 внутрь. Так. Центральную убираем. Так, и дальше. А дальше, смотрите, нам тут в чем есть небольшая проблема. Вот здесь какой поставить сюда, поставить, под каким углом. Здесь ничего не обозначено. И какой здесь кусочек должен быть? Не обозначено. Давайте посмотрим. Здесь стоит окно 1. Окно 1 1500 миллиметров. И вот здесь после окна должно остаться, минимум должно остаться по 100 миллиметров. Итого 1700. Я найду, так, я хочу найти срединку. Вот, например, вот здесь. Так, я ищу срединку. И 1700 пополам, это будет 850 в одну сторону. И теперь еще,
чтобы видно было, это удалю. И еще 850 вот в эту сторону. 850. Так, 850. Теперь здесь проведу под углом 45 градусов. Ну вот, включу. Так. И это будет 100, угол должен быть 135. Вот так. 135 и сюда 135. Раз здесь у нас ничего не обозначено, значит мы должны что это спроектировать сами. Но теперь надо внимательно посмотреть, получается у нас здесь или нет. Сейчас мы все посмещаем, пообрезаем и посмотрим. Я боюсь, что, наверное, нет. Ну, давайте проверим. Так, теперь сместить мы должны 440 наружу. То есть отсюда сюда, отсюда сюда. И сместить 200. Отсюда влево и отсюда влево. Сместили. Так, а теперь еще сместить на 640. То есть вот это у нас стена должна быть толщиной 640. И теперь смотрите, что получается. Сместить, у нас 640 есть, вот эту сюда, да, и эту сюда. Теперь давайте измерим. Вот сюда измерить мы хотим расстояние. Вот от этой точки до этой получается 1188. А у нас должно поместиться там окошко. Так, окошко должно быть 1. Ну, задание дано на 1500. Да, 1500 она сюда никак не поместится, да? 1500. Значит, мы можем свое решение принять, да? И смотрите, сюда помещается окошко 1200, да, и то, что там не хватает 12 миллиметров. Ну, давайте мы что попробуем? Перенести. Значит, давайте сдвинем. Перенести. Вот я за эту точку поставлю режим орто. За эту точку и вверх сдвину на 300 миллиметров. Так, теперь вот это тоже перенесу на расстояние 300 миллиметров. 300 миллиметров. И теперь давайте посмотрим. Вот что у нас получилось. Вот это расстояние замерим. Отсюда и до сюда. 1700. Все нормально, все сюда помещается. Ну, теперь осталось что сделать? Поудлинять и пообрезать. Ну, так, мы удлинить хотим. Давайте вот это удлиним. Вот это. Ну, то, что можно удлинить. Так, вот это удлиним. Так. Поудлиняем. Ну и здесь вот так. Здесь она, ну пусть так будет. Обрежем. Удобнее будет. Так, здесь. Так. Здесь удлиним. Чтобы у нас получились наружные стены. Так, все. Теперь осталось пообрезать. Ну, давайте по порядочку, по кругу, чтобы ничего не забыть. Вот маленький тут кусочек. Так, здесь. Здесь.
это и это. Так. Ну, у нас тут вот эту надо удлинить. Дальше обрежем. Так. Обрежем здесь. Вот эту. И вот эту. Все. Вот у нас получилась наружная стена. Теперь осталось поставить внутренние. Ну, внутренние, смотрите, вот здесь у нас идет отсюда до сюда капитальная стена. Раз. И вот здесь идет капитальная стена. А в других местах идут перегородки. Значит, мы ее смещаем на 190. Так. Так. И так. Центр удаляем. Вот у нас капитально получились. Обратите внимание, что наружные и внутренние стены составляют единое целое. Поэтому вот здесь я эти промежуточки удаляю. То есть, видите, это все единое целое. Ну а теперь осталось нам что сделать? Построить перегородки. И про перегородки здесь нет у нас никаких размеров, поэтому мы сами поставим, как нам будет удобно. Ну, то есть я сейчас не архитектурой занимаюсь, да, а занимаюсь прежде всего оформлением, созданием чертежа. Ну, поэтому я его сделаю так и смещу на 120. То есть это сюда. Дальше здесь, ну, здесь, как мы сделаем их? Ну, наверное, можем и так же, да, сделать так. Тоже сместить на 120. Так, ну, здесь разбить, допустим, так. Сместить на 120. Так, ну, еще раз вот здесь разбить и сместить на 120. Все. Если нам что-то понадобится, то мы потом будем это дело менять. Так, дальше. Здесь еще нам надо поставить. Ну, здесь мы поставим, чтобы она вот так стояла. Здесь, видите, есть выступ маленький, да? То было логичнее, чтобы она была тут по выступу. И 120, и сместим его вот так. Так, так. Так, здесь разобьем. И опять сместим на 120. Вот так. Все. Значит, теперь нам надо только лишнее убрать. Обрезать. Обрезать лишнее это надо будет вот здесь. Перегородки, обратите внимание, вычерчиваются тонкими линиями, и они отделяются от капитальных стен. Да? Вот тут, где перегородки пересекаются, мы можем убрать. А больше нет. Расставили. И здесь. Расставили. Дальше. Так, еще здесь одна перегородка есть. Ну, она идет, ну, давайте, вот так. И сместим ее тоже на 120. Вот эта перегородка сюда. Лишнее обрежем. Ну, а здесь, видите, есть проем такой, да? Ну, размер здесь мы тоже произвольно поставим. Вот так, допустим. И лишнее удалим. Вот так. Вот, в принципе, все. И перегородки у нас стоят. Дальше. Теперь нам осталось еще сделать, что поставить оконные проемы.
Значит, для того, чтобы их создать, да, оконные проемы, то надо сначала вообще определить места, где они будут. Значит, я выбираю так. Ну, поставим, наверное, слой возьмем красный. И теперь, для того, чтобы мы это временную линию эту ставим. Смотрите, вот здесь окошко, дверь, мы ее поставим посерединке. Дальше, здесь окно. Окно вот здесь тоже на серединке поставим. То есть я размечаю, да, пока где что поставить. Здесь два окна 1, да, два окна 1. Ну, первое, так, мы найдем серединку. И теперь от серединки сместим сюда. Окно первое у нас ширину 1500, поэтому минимум надо на 800 сместить, да, если я смещу на 800, тогда поместится. Сместить 800 и вот это сюда, это сюда. Так, ну мало, наверное, да, если вы видите, на 1000 можем сместить. Ну так, чтобы они равномерно размещались. То есть смысл такой. Размеры у нас не указаны, поэтому мы их сами ставим, но так, чтобы это было красиво и правильно. Раз, и это сюда. Здесь это я убираю. Дальше здесь окошко надо поставить тоже посерединке, так, чтобы оно было посерединке вот здесь. И я здесь выбираю привязку, нормаль, вот к этому окошку. Так, здесь серединка, выбираю нормаль, привязку, вот сюда. И здесь, ну тут понятно, серединка сюда. Так, дальше смотрим, здесь у нас никаких окошек нет, вот здесь два окна 1 и еще дверь посередине, да? Два окна, дверь посередине. Так, сейчас думаем. Значит, мы сделаем так. Ну, серединку, наверное, найдем, да? Вот здесь. Теперь смотрим дверь D1. Читаем. Дверь D1 900 миллиметров. Так, 900 миллиметров. Поэтому смещаем 450 влево, вправо. Вот здесь у меня получилась дверь. Теперь окошко D1 900. Поэтому смещаем на 900. Вот отсюда влево и отсюда вправо. Да, вот так должно быть. Вот. Так, что еще тут у нас есть? Дверь D1. Вот здесь. Здесь мы ее посерединке поставим. И на 450 влево-вправо. 450. Так. Так. Центральное убираем. Теперь тут еще ворота, да? И сзади D1 там нам стоит. Ну, давайте сразу, кстати, сместим его, да? 450. Так. Так. Есть. И ворота. Ворота там эти стоят V1 3000 миллиметров, да? А 3000, да, поместится. Выбираем серединку. И по 1500 смещаем влево-вправо. Вот так. Ну, наверное, так. Вот здесь краешки получаются одинаковые, да? Выглядеть будет хорошо. Так, все. Теперь, смотрите, что я сделаю. Значит, я сейчас обрежу. Вот тут, вот эти части. Так, здесь у меня что? Окно 1. Окно 1, 750 влево-вправо. Сместим.
Так, так, так. И здесь окошки такие же. Так. Так. Центры уберем. Ну, давайте и здесь сразу сместим. Так, 750. Так. Окно 1. Угу, видите? Ну, мы можем его подвинуть чуть-чуть, но все равно этого недостаточно, да? Посему придется поставить сюда окошко. Вот сюда можно поставить 1. А сюда придется поставить окошко 2. Потому что мы могли бы сделать что? Ну, еще так сместить туда. Но здесь уже комната получилась бы совсем маленькая. То есть смысла никакого нет. Поэтому, ну, так не получается. Поэтому давайте сделаем так. Так, 600 и 600. Так, и то, смотрите, что надо сделать. Так, центры убрать и переместить. Вот это мы выбираем, переносим так, чтобы вот эта точка попала сюда. И здесь точно так же выбираем и переносим, чтобы вот эта точка оказалась здесь. Все, так, этот центр убираем. Теперь опять обрезаем. Вот здесь, здесь. Обрезаем здесь, 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 здесь. Дальше вот здесь обрезаем. Здесь. Здесь, здесь. Так, здесь посмотрим, что. Ну, обрежем вот так. Смотрите, дайте-ка еще раз проверим. ОК1 у нас 1500, а дверь D1, смотрим, D1 900. Ага, значит, у нас тут вот дверь будет 900. Так, вот смотрите, это дверь. Тогда мы неправильно это отметили. А окошко будет сместить на 1500. Целиком окошко. Отсюда сюда и отсюда сюда. Теперь обрежем. Но обрежем, а красные черточки оставим. Так. И тут у нас дверь. Вырежем. И здесь у нас ворота. Вырежем. Вот так. И что мы тут еще не вырезали? Вот здесь окошко. Так, вот здесь окошко, здесь окошко, ну и здесь тоже, да, окошко, окошко и окошко. Все, повырезали. Теперь нам надо ставить окна. Значит, удобно это сделать с помощью инструмента блок. Вот я уже создал такой блок. Открываю вставка, видите, у меня есть АОК1. И это АОК1 беру и вот, например, ну, поставлю его сюда, к примеру. Скопируем вот этот блок. И перенесем его, я выключу Word, вот сюда. Нам надо сюда его поставить. 3 штуки. И все эти 3 надо повернуть по-разному. Повернем вот этот на угол 45 градусов. Так. Еще раз. Так, вот сюда мы повернем его на угол теперь 90. Да, вот. Не так. Вот он должен у нас стоять, чтобы выступы мы упирались изнутри. Поэтому повернем его.
вот так вот он должен стоять. Это что получается 90 еще, да? Нет. Вот так, еще 90. И теперь его перенесем и поставим. Так, теперь смотрим, где он стать должен. Вот так. И видите, у нас тут угол оказывается вовсе не 45. Поэтому мы его будем поворачивать. И вот он сюда не помещается. Да? Почему? Ну, потому что здесь у нас меньше, да, стоит. Значит, давайте его меньше тогда сразу тут сделаем. 120 под углом вот так, перпендикуляр сюда. И по этой линии 65. И по этой линии тоже 65. Вот так. Центральную удалим. Здесь вот так начертим. А отсюда опустим перпендикуляр. Вот сюда. И отсюда сюда. Ну, здесь еще проведем. И здесь. Так, это все выбираем. Вот эти все маленькие кусочки. И сделаем их тонкие. Так, не все. Еще раз вот это выбираем. Вот это и это. Делаем их тонкими. Это удаляем. Вот что у нас получилось. Так, мы же сюда поставили окно 2, да, поэтому одно нам тут будет лишнее. Теперь повернем на угол. Так, вот так нам надо, да? Угол 90 градусов. И поставим, перенесем, так, чтобы эта точка оказалась вот здесь. И, соответственно, линиями проведем вот сюда. Так. Здесь еще недостающие точечки. Так. И снизу. И здесь. Ну, можем тут по-другому сделать, например. Вот отсюда проведем сюда. Теперь сместим на 120 вот эту сюда. А верхнюю просто проведем. Дальше. Тут нам надо сделать что? По 65. Ну, можем так сделать. Вот смотрите. Мы возьмем, сместим на 65. Эту сюда, эту сюда. И теперь нарисуем то, что нам нужно. Вот здесь должен быть у нас выступ. Так. И дальше вот здесь. Вот так. Вот эта линия, это и это. Делаем их тонкими. Ну и добавим тут, где у нас должно быть тоже толстое. Вот тут
кусочки. И так, здесь не надо. Здесь снизу. Вот тут кусочек. Тут. И вот здесь. Вот это мы все поудаляем. Так, и там, что мы там не удалили, еще вот это. Удалили. Все, окошки поставили. Здесь у нас должны быть ворота. Поэтому мы их тут покажем, эти ворота. И еще остались у нас здесь проемы дверей. Значит, двери. Смотрим. D1 900. Значит, я ставлю сюда. Ну, будем это делать тонким. Слой ставим тонкий. И смещаем на 450. Вправо, влево. И сразу обрезаем. Вот это, и вот это, и вот это. Так, ну и даже, может быть, сразу давайте будем изображать 900 под углом 30 градусов, да? Вот так одна дверь. Потом здесь наружу это основной слой. Так, здесь тоже дверь. Здесь она 900 под углом 30 градусов. Так, здесь дальше, вот здесь дверь D3. Здесь D3, здесь D3. D3 имеет ширину дверь 700 миллиметров. Значит, по 350. Ставим отрезок по центру. Вот здесь. И смещаем по 350. Так, и здесь, по-моему, тоже, да? Тоже D3 вот тут должна быть, да? Тоже делаем. Вот тут. И смещаем по 350. Влево-вправо. Ну и точно так же обрезаем. Вот это, и это. Обрезаем. Обрезаем. Так, дальше смотрим, здесь вход есть, вот здесь еще две двери нужно, и здесь, да, дверь. Здесь дверь такая не подписана, но здесь такая оригинальная дверь идет в виде сдвигающейся шторы, да. Ну вот мы давайте по 1000 тогда тут сделаем проем. Обрежем вот это все. Так, и здесь еще надо, здесь и здесь, здесь D1, D1 900, то есть сместим по 450, если поместится, да, сюда. Так, и здесь посерединке сместим 450. Поубираем. Так, все поубирали. И нарисуем. Здесь угол 30. Его удобно, видите, большой брать. И писать 700. А черточка начертится такая, как необходимо. А можем, например, мы его еще как взять? Скопировать, да?
поставить сюда и поставить сюда. Да? А здесь у нас 900, поэтому здесь отрезочек будет другой. Смотрим 30 и пишем 900. Вот, а теперь этот отрезочек можем скопировать сюда и поставить сюда. Так, ну, собственно, осталось нам тут еще внести поправки. Ну, не поправки, а так, что дорисовать, да, то, что нужно. То есть вот здесь. Так, вот это удалить с противоположной стороны. Удалить. И здесь. Удалить. И здесь. Удалить. Дальше. С этой стороны. Здесь. Удалить. Теперь смотрим на то, что получилось. Так, ничего мы здесь не пропустили. Но, собственно говоря, вот у нас план здесь готов. Теперь осталось его оформить. Но для этого надо поставить его в лист. Об этом мы уже поговорим в следующий раз.